Коррекция зеркала. Во все времена человек создавал всевозможные модели управляемой реальности, начиная с наскальных рисунков и кончая сложными приборами и механизмами. Все эти модели объединяет одна общая черта – они подчиняются внутреннему намерению человека. Внутреннее намерение, являясь продуктом чистого разума, действует прямолинейно, по принципу «куда поверну, туда и поеду». Человек способен подчинить своей воле лишь ту часть реальности, которую он сделал атрибутом своей игры. Например, можно подчинить управлению участок реки и получать при этом энергию. Но река в целом по-прежнему останется независимой частью неуправляемой реальности. Ослика можно сдвинуть с места внутренним намерением, приложив к нему прямое усилие. Но убедить его делать то, чего он не хочет, невозможно. Независимая реальность подвластна только внешнему намерению, которое рождается в единстве души и разума. У человека есть два способа управления реальностью. Первый способ – превратить объекты окружающего мира в атрибуты. Тогда они будут подчиняться внутреннему намерению. Второй способ – использовать внешнее намерение и жить в единении с природой. Это два принципиально противоположных пути развития цивилизации. Наше общество развивается по первому наименее эффективному и притом губительному для планеты и самого человека пути. Всю природу укротить невозможно, поэтому человек находится в состоянии постоянной борьбы с окружающей средой. То засоряет ее, то берется охранять в общем, действует все по одному и тому же принципу, старается все превратить в свои атрибуты, чтобы подчинить их внутреннему намерению. Неприрученная реальность существует независимо и ведет себя как зеркало, в котором отражается отношение человека к окружающей действительности. Но зеркало это необычное. Предположим, человеку надо, чтобы отражение в зеркале мира повернулось вправо. Действуя в рамках внутреннего намерения, он пытается повернуть само отражение. В результате создается избыточный потенциал, и равновесные силы поворачивают отражение в противоположную сторону. Мир не подчиняется, потому что зеркало стало кривым. Зеркало мира искривляется поляризацией. Как вы знаете, поляризация появляется по двум причинам. Первое – это отношения зависимости, основанные на сравнении, сопоставлении или определенных условиях. Например, «я хороший, потому что ты плохой», или «ты хороший, если признаешь мое превосходство». Вторая причина возникновения поляризации может быть определена как закручивание гаек. Когда человек пытается давить на отражение, своим внутренним намерением у него ничего не выходит. Он думает, что надо еще поднажать, и с тупым усердием продолжает гнуть свою линию. Равновесные силы устраняют поляризацию путем столкновения противоположностей. В итоге человек получает результат, совершенно обратный направлению внутреннего намерения. Зеркало можно выправить, если устранить поляризацию. Делается это довольно просто, подобно тому, как выравнивается велосипедное колесо. Искривление возникает там, где спицы сильно перетянуты. Если мир не слушается и ведет себя как бы назло, необходимо понять, чем вызвана поляризация, и ослабить соответствующий потенциал. Разобраться в том, как это делается, нам помогут дети индиго, поскольку они очень чувствительны к избыточным потенциалам. Отличительными особенностями индиго являются осознанность, стремление к независимости, интуиция, индивидуальность. Все эти качества проявляются у детей, как реакция на попытки окружающих втиснуть их в рамки закоснелой социальной структуры. Любая ячейка структуры, в том числе семья, стремится упорядочить поведение детей, подчинить контролю. В какой-то мере это действительно необходимо. Но не до такой степени, когда ребенка пытаются превратить в атрибут своей игры, в которой главенствует правило «ты будешь делать так, как я хочу». Очевидно, такой примитивный подход создает поляризацию. В результате дети становятся неуправляемыми, словно листья, подхваченные ветром равновесных сил. Недовольные и тупые взрослые, как обычно, делают все, на что способны, то есть закручивают дисциплинарные гайки. А дети в ответ либо еще больше распоясываются, либо ломаются и превращаются в атрибуты элементы структуры, у которых в жизни все правильно,
но ничего хорошего. Конечно, никто не пожелал бы своему ребенку участи стать изгоем. Но и судьба рядового винтика также незавидна. Многие могут признать, что в их жизни было либо все правильно, но ничего хорошего, либо ничего хорошего и все неправильно. Каждый родитель хочет, чтобы у детей все было по-другому, а потому все сильнее налегает на поляризацию, упорствуя в своем невежестве. Все внутреннее намерение воепитателя невежи сводится к одной идиотской формуле: «Я изо всех сил, изо всей своей дурацкой мочи желаю тебе добра, а потому ты будешь делать так, как я хочу». Между тем все проблемы воспитания эффективно решаются, если отказаться от узколобого внутреннего намерения и поразмыслить, что могло послужить причиной искривления зеркала. Во-первых, необходимо определить, где находятся противоположные полюсы поляризации. Если с одной стороны колеса спицы перетянуты, то с другой они должны ослабнуть. Стремление к независимости и неуправляемость детей индиго – это ослабленные спицы. Чем перетянуты спицы с противоположной стороны? Давлением окружающих в их стремлении подчинить детей своей воле. Получается, что упорядоченность порождает еще больше беспорядок. Что будет, если и дальше закручивать гайки? Спицы еще больше разболтаются, и в конечном итоге что-нибудь может сломаться. Очевидно, для того, чтобы снизить поляризацию, необходимо ослабить перетянутые спицы. Как это сделать? Упорядоченность следует разбавить долей разумного беспорядка. Имеется множество способов: прыгать на кровати, дубасить друг друга подушками, истошно вопить или издавать нечленораздельные звуки, толкаться, бегать на четвереньках, наконец придумать, как еще напроказить. Можно также подкараулить другого члена семьи и напасть на него, или учинить какое-нибудь безобразие. За столом полезно измазать друг друга вареньем, если под рукой нет пирожных. Или, допустим, если летом на отдыхе возле водоема окажется грязная лужа, так это вообще удача, вы знаете, что надо делать. В общем, чем больше таких вот разумных глупостей, тем послушнее ребенок. Причина такого парадокса вам должна быть понятна. Упорядоченность также хорошо разрушается английским юмором, когда серьезность доводится до идиотизма. Вообще веселье, как и скука, это состояние души. Мы уже говорили о том, что скуки, как таковой, не существует, а есть лишь извечная потребность в управлении реальностью. Эта потребность является неотъемлемым свойством души. А зачем душе веселиться? Ну, наверное, потому что хорошо, когда весело. А почему хорошо-то? Да потому что юмор и веселье снижают важность. Управление реальностью невозможно при наличии избыточных потенциалов, которые блокируют энергию намерения и искривляют зеркало мира. Ведь если человека согнуть в 3 погибели и связать, разве его тело не будет чувствовать дискомфорт? Точно такой же дискомфорт ощущает душа, зажатая в тиски избыточных потенциалов, а они присутствуют всегда, в той или иной степени. Беспокойный разум постоянно выкручивает душе руки. Когда веселье снимает напряженность, душа получает свободу. Вот поэтому и хорошо, когда весело — это ощущение душевного комфорта, и оно так же реально, как любое физическое. Но в принципе, коррекцию зеркала можно производить и без юмора. Если по складу характера вы не расположены к веселым и озорным проделкам, тогда нужно просто подумать, где имеется возможность ослабить руль управления. Принуждение там, где оно неизбежно, следует разбавить свободой выбора. Например, ты вымоешь посуду или сходишь в магазин. Даже дисциплина превращается в свободное волеизъявление, если она основана на осознанной необходимости. Если взрослый диктует правила «нельзя» и все, подкрепляя его аргументом «потому что потому», тогда это вовсе не взрослый, а глупый ребенок, наделенный властью. Не лучше ли на равных обсудить и смоделировать ситуацию по принципу «что будет, если…» Принуждение искривляет зеркало, а потому дает противоположный результат. Для того, чтобы снять поляризацию, необходимо пересмотреть свою политику и перейти от демонстрации власти к завоеванию уважения, а авторитарность сменить на доверительные отношения. Вместо принуждения лучше сделать так, чтобы ребенок сам захотел выполнить то, что от него требуется.
Для этого необходимо всего лишь придумать, как превратить обременительную для ребенка обязанность в способ повышения его значимости. Подтверждение и укрепление собственной значимости лежат в основе мотивации всех людей, а детей в особенности. Для общения с детьми как нельзя лучше подходят принципы Фрейлинга, изложенные в книге «Трансерфинг реальности». Склонность к интуиции – еще одно качество, которое надо всячески развивать. У индиго доминирует правое полушарие головного мозга. Наша образовательная система использует левополушарный подход, имея своей целью отнюдь не развитие способностей и навыков. Система принуждает детей учить уроки и исправно отчитываться. Намерение направлено не на получение знаний, а на то, чтобы правильно отчитаться. При таком подходе работает главным образом левое полушарие, да и то в пассивном режиме. Стремление набить голову информацией порождает однозначную реакцию «не хочу». Полученные таким способом знания бесполезны, они могут лишь непродолжительное время находиться в памяти в пассивном виде, подобно грузам на складе, и очень быстро приходят в негодность, забываются. Между тем можно очень легко исправить сложившуюся ситуацию с образованием. Для этого необходимо всего лишь перенаправить намерение обучающегося в другую сторону. Во-первых, в корне изменить методику обучения, не выучить, а сделать практически. В таком случае мозг будет работать, как ему положено, в качестве творца, а не складского помещения. Во-вторых, сменить цель обучения, не отчитаться, а научить других. Да, именно так. Есть специальные школы, в которых дети в буквальном смысле обучают друг друга, то есть попеременно играют роли учеников и учителей. Учащиеся таких школ блестяще осваивают сложные программы в рекордно короткие сроки. И все это благодаря тому, что намерение стало активным. К слову сказать, таких школ единицы, и туда очень трудно попасть. Казалось бы, почему не внедрить повсеместно этот передовой метод, подтвердивший свою стопроцентную эффективность? Нельзя, ни в коем случае. Дело в том, что структуре это невыгодно, ей нужны не таланты, не выдающиеся личности, не яркие индивидуальности, а исправно работающие элементы. Так что все в порядке, образовательная система – само совершенство. Она подготавливает исправные элементы и делает это именно так, как того требует структура мир маятников. Но, как водится, и на камнях растут деревья, и в тисках всеобщего распорядка иногда вырастают гении. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стал таким выдающимся исключением, давите на него по всем канонам системы. Ну а если вы действительно желаете своим детям добра, то при общении с ними необходимо постоянно следить за уровнем поляризации, которая искривляет зеркало и делает ребенка неуправляемым. Дети индиго, а таких сейчас большинство, обладают замечательными качествами, важнейшие из которых индивидуальность. В мире маятников детям очень трудно сохранить в себе это качество. Поэтому нужно всегда помнить основное правило трансерфинга: позвольте себе быть собой, а другому быть другим. Но и сильно ослаблять спицы тоже не следует. Во всем хорошо знать меру. Как же найти эту золотую середину? Наблюдать надо, соображать и использовать принцип коррекции зеркала, а не слепо гнуть свою линию. В ваших силах помочь детям стать выдающимися личностями. А в структуру они и сами сумеют вписаться.